Добрый день, с вами Аграфина, мой канал Магия Колдовства. Подробно обо мне можно узнать в интернете. Также есть Инстаграм, Телеграм-канал, Ютуб канал. Еще Ютуб канал есть отдельно по рунам, только по рунам. Сегодня у меня гадание по неделям. Неделя 19-25 августа 2024 года. Вторая половина знаков зодиака. Дева, Весы, Скорпионы, Стрельцы, Козероги и Водолеи. Напоминаю, что это влияние только астрологических аспектов на жизнь каждого из знаков. Оно может быть какое-то одно для всех проходить, через все знаки или через половину знаков. Также есть влияние родовой истории и наше программирование своей жизни. Это магия, это медитация, это разного рода магические техники. Сегодня только астрологические аспекты. Итак, Дева. Дева, Дева, Дева. Что же ей? Что же ей? Любовная любовь. Встреча, свидание с другом, с любовником. Болтовня. У вас будет очень интересный, такой душевный, радостный, приятный для вас разговор. Давайте смотрим дальше. По работе. Тут скорее отдых, скорее такая затянувшаяся пауза, если у вас какой-то бизнес, такая карта подвисшая. Но это не это карта хорошая для отельного бизнеса, для того, чтобы загородных строительства, сад, огород, сельское хозяйство. Тут, да. Ваша социальная жизнь, ваши какие-то вестники мечей, какие-то тревожные новости, люди с незначительного такого вестники, они по уровню невысокого статуса, но они будут пытаться вам как-то подколоть вас, тревожить, тревожные новости проводить, вы будете вынуждены проверять эти сведения, информацию, в общем, хлопотать по поводу информации, оформлений каких-то, ну, добьетесь. Так, звезда, интересная карта для здоровья. Это карта спокойствия такого, знаете, философского состояния, если об эмоциях, приподнятого. Появляется надежда для самых больных вот людей, даже если у вас очень какая-то надежда появляется, какая-то звезда, посещение какой-то звезды в плане какого-то специалиста высокого уровня. Ну, вообще звезда это еще для звезд заработок через вашу красоту. Звезда это такая карта. Ее тяжело на себе носить, скажем так, да, но она позитивная. Любовная любовь. Так, что-то у дев такое, приключения какие-то, так уже близится. Начинаются уже дни рождения у дев, да, прохождение. Новая любовь. Вообще белая карта. Началась двойки кубков. Состояние внутреннем звезды, физиологии. Явно, что вас ждет что-то необычное в любовной сфере. То, чего с вами никогда не было. Может, вы об этом давно мечтали. Ну, давайте еще так. Еще карта через возврат. Также это карта также возврата. Этот старое может принести новое. То есть это либо это человек, либо это то, о чем вы давно вернетесь к какому-то личному вопросу, который наконец для вас решится, причем без вашего участия, усилий, вот сам собой по белой карте. Где вам любовная любовь? Наши весы. О, прям любовная. Первая половина шла в мечах вся, вторая в любовных. Любовная любовь, победа в любовном треугольнике, выбор среди мужчин, тусовка, где весы блистают красотой. Ну, ваша работа, беготня, критика, проверки, мелкие хлопоты, дрязги. То есть вас критикуют хейтеры, помехи. Но они не серьезные, но вот будут пытаться вас сбить с толку. Сила, хорошая карта для социума, повлиять на какую ситуацию разного рода
казенных домах, суды, всякие организации, тех, кто выступает перед людьми, кто там публичные личности. Вы в силе, вы в красоте. По состоянию здоровья ваше здоровье, вы хорошо его знаете, как его поддерживать, даже если у вас хроника. Хроника несерьезная, касается пищеварения там, или сердечно-сосудистых. Ну, вы прекрасно держите ее на уровне. Вас уделяете этому внимание. Хороший эмоциональный фон. Состояние в личной жизни. Опа, пошли какие-то возвраты. Где возврат? Тут возврат издалека, из далекого прошлого. Даже если у вас сейчас есть отношения. То есть человек, которого вы давно забыли. Ну, может вообще... О, вот он. Всадник кубков. Для мужчин встреча с родственниками или с каким-то приятным вам другом, с которым вы проведете такое приятное время в болтовне, воспоминаниях, радостях жизни, чашка кофе, а кого-то там вина. Вот такая вот чудная неделя. Скорпионы. Скорпионы на экономии, нагоняясь, пересчет каких-то ваших расходов, надо экономить, тревога о материальном, возврат, суд. Нерешенный вопрос, если вы хотели уйти или найти новую работу, что-то затягивается, не решается, есть неопределенность. Хотели уйти, будете оставаться. Хотели найти новое, тоже ни да, ни нет. Зато у вас шикарная карта социум. Нет, солнце покрывает. То есть все вопросы, которые будете решать на этой неделе, решаться позитивно благодаря этому солнцу. Вам светит самая лучшая карта втором на этой неделе. Все эти вопросы порешаются. Особенно по поводу денег, работы. Сейчас посмотрим, что да, даже прикрывает ваше здоровье, которое вы прям вас очень сильно тревожит. Опасность травмы. Опасайтесь. Меча, металла, какой-то травмы. Причем, если у вас запланирована операция, опасайтесь операции. Вообще-то, что-то она как-то... Хоть и солнце светит, лучше ее перенести на другое время. О, любовно, слушайте, бинго. Наконец-то у скорпионов хорошая карта, да, исключая вот это вот какую-то опасность. Но солнце влюбленное, они закрывают вам это. 3 старших аркана, причем, по сути, солнце влюбленное позитивно. Суд даже перевернут, он не сильно там. Влюбленный, у вас новая любовь, у вас и старая, и новая, у вас выбор, у вас появление счастья в отношениях влюбленных, там уже вы, у вас быстрое развитие отношений, где вы любите, это любовь взаимная. Если нет, это начало. Если есть какая-то не очень удачная, у вас есть все. Ну, скорпионом, как говорится, то пусто, то густо. Туз кубков, тут как предложение замуж, счастливая любовь. Если у вас какая-то драма на сердце была, все это закроется, потому что тут, видите, любовники 2. То есть появляется человек, у которого вы прям солнце, любовники, туз кубков. Какая-то быстро. Ну, скорпионы, они магнетические, да, сексуальные, поэтому если уже вы добрались до кого-то, то вы уже этого человека очаровали так, что все, и мужчину, и женщину, этот человек на все согласен ради вас. Все, любовное счастье, прям супер-супер карта, причем, видите, она как-то от Девы до Скорпиона прям усиливалась, и в Скорпионах прям очень сильно проявляется любовная фаза, прям какая-то, что-то там с Венерой, с Юпитером. Что-то очень сильное для скорпионов. Так, стрельцы, повешенный, перевернутый. Разрыв, порыв, послала она, избавилась от какого-то висяка, избавился. Чего это у нас такое? Вау, вау. По работе. Ну, на работе
полная, все прекрасно, вы выигрываете всякие тендеры, вы выиграете конкурсы, проходите успешно, повышаетесь в должности, еще и любовь на работе. В общем, все, что можно, еще и старший аркан. Социум. Встреча с человеком из далекого прошлого, о котором вы давно забыли. В принципе, эта карта одна из позитивных. Возврат с позитивной окраской. Такой вот. Немножко ностальгируете. По состоянию здоровья. Если у вас какое-то начиналось заболевание, к счастью, оно не развивается быстро, то есть останавливается. Там горло болело, ухо, там что-то. Однако эта карта, есть такое препятствие в движении, то есть мелкие суставы могут болеть. Не рекомендуют спешить передвигаться на короткие расстояния, куда-то ездить на большой скорости. Вот это единственное. Вау, все в личной жизни, все запланировано, билеты куплены, отель куплен, все у вас там просто там материальная подоплека, надежные планы, встреча с мужчиной, надежным всадник Пентаклей или мужчина Пентаклей, если вы мужчина, стрелец. Это ваше такое размеренное, запланированное будущее с какой-то дамой, вас просто все супер. И еще карта нового. И, естественно, на этом фоне новые какие-то эмоции. Жизнь перестает быть такой грустной, печальной, пресной. У вас новые идеи по поводу тех вещей, на которые вы даже давно забыли. То есть какие-то ощущения, которые вам уже не свойственны были. Вы ощутили это снова. Радости жизни. Вышли вот какой-то новый позитивный поток. Что-то у нас такая неделя удачная. Так. Вау, супер. Что тут у Козерога вообще? Кольцо фортуны. Но изменения позитивные в жизни. Случай, который нельзя терять этот момент какой-то. Да? Используйте этот момент обязательно. Сейчас посмотрим, с чем это. Сила по работе. Вы контролируете все ваши процессы в силе. Хорошая карта для тех, кто демонстрирует силу, зарабатывает вот как силовик, спортсмен, разного рода оказывает влияние на людей, да, в том числе там фэшн, у нас все это супер-супер. Еще третий, еще старший аркан. Выход из тени, выход из каких-то негативных программ. Люди, которые к вам относились, может, примирение, выход из депрессии близких людей, какое-то облегчение, да, в отношениях с вашими близкими людьми. Также эта карта способствует, славе, да, вот эти все силы вышли из тумана, да. Вау, еще все в личной жизни. Женщинам такой мужчина огонь. Благоприятная, даже если у вас какая-то тяжелая болезнь, мужчина как врач рекомендуется, и быстрое излечение благодаря каким-то внимательному отношению, яркому какой-то. Вообще тут больше похоже на то, что исцеление психосоматикой, что это внушение, что это какая-то душевная, эмоциональная, что ли, поддержка, усиление, поздравления по мужской части, кстати. Вообще хорошая карта. Просто поперла. Прям начиная с дев. Вообще. Так, личная жизнь. В личной жизни есть некоторые препятствия. А Козерог любит придумывать, а потом их преодолевать. Вот преодолеете вы эти препятствия. Собственно, вам нужна активность. Покажете во всей красе себя. Какая вы, какая он. И карта отложенной дороги. Куда же дороги? Сомнения. Шаг вперед, шаг назад. Нужно ли вам это, конечно. Вы находитесь в фаворе судьбы, можно сказать, по всем абсолютно сферам. И любые личные отношения, где кто-то как-то выпендривается, очень так Козерог ставит под сомнение. Типа, я еще подумаю. Вот.
Водолей. Вау. Император. Ну, вы держите под контролем все. Даже в отношении с государством или более сильными какими-то личностями. Вы знаете, как с ними разговаривать. То есть у вас все под контролем, ваша жизнь под контролем, ваша работа, новые интересные встречи, идеи. Пока вы кто-то вас вот очаровывает, подкидывает идеи, вы чем-то увлечены, пока не ясно, что с этого. Хорошее собеседование, хорошие какие-то карты для творческих людей, показать себя, прорекламировать, познакомиться, ну, для налаживания связи, прохождения собеседований. Но если вам нужны серьезные какие-то сделки, обратите внимание, что они могут, ну, как бы оказаться болтовней. Если это и серьезные финансовые вопросы, проверяйте их. Так, разрыв повешенный, то есть бросите себе какую-то неприятную ответственность. Водолей, кстати, не любят, да. Решаете, скинете. Касается это окружения, соседей, знакомые, суды какие-то. В общем, это все скинете. Этот вопрос, который висел, да, порешаете его. Может, даже за кто-то вместо вас решит. Состояние здоровья. У вас такой немножко пониженный эмоциональный фон, собственно, эта карта ничего такого не... Опасайтесь, следите за питанием, да, чтобы это какого-то не было. Что-то не то съел, не сварилось, не переварилось, в общем, опоносилось. И так, в принципе, ничего плохого. Да, на фоне таком вот немножко каком-то вялости, что ли. Ну, эта карта не означает, это скорее эмоциональное состояние. Так, зато у вас очень такая надежная личная жизнь, такие крепкие семейные отношения, вы вместе стремитесь к чему-то, делаете какое-то дело, отношения на почве такой вот бытовой какой-то помощи друг другу, материальной, общего дела, общих интересов, если это новые могут быть. Что-то подкинулось под конец девятка мечей, старое какое-то дело, которое... С чем оно связано? Ну, вот скорее с этим подвешенным, да, что-то вы забросили, а оно все равно всплывает, да, какая-то хрень, какая-то бумажка, какая-то коммуналка, какая-то гидута все равно подпортит неделю. Ну, так бывает. А с вами была Графина. Все мои контакты для обращения за платными услугами под этим видео. До свидания.